парикраму в том же самом месте, в котором мы и начали. We started, Также этим остров самопредание, атманиведана. meaning to begin with, we might have some hesitation, we might have some question, or we may not be ready to fully give our heart to Gauranga. Когда мы только начинаем эту парикраму, в нас может таиться какое-то колебание, какая-то неуверенность, может быть даже неготовность вручить своей жизни Гауранге. And this Надо эхо убрать. concluding here means that we, by the mercy of Sri Guru and the mercy of the Dham revealing itself to us, they have stolen our hearts. И завершение парикрамы означает, что полностью зависит от милости нашего гуру, по милости святой Дхаммы, которая в действительности является самым проявленной. Что такое пройти эту парикраму по-настоящему? Это то, что она проявит себя в нашем сердце, даст нам откровение. To prove that we ourselves, like Jagai and Madai, don't have the power to change. И мы должны отдавать себе отчет в том, что на самом деле, согласно своей природе, мы ничем не отличаемся по своей сути от Джагая и Мадая, которые были невероятно греховными личностями. But by the mercy of the Dham, the mercy of the Vaishnavas, that they change our heart. Но милостью этой дамы, милостью Вайшнав, наше сердце меняется. So by hearing the Harikatha and by the stan, by the holy, by this place revealing itself to us, some realization comes in our heart. И благодаря тому, что мы слушаем катху в этом святом месте, благодаря стан Прабхаву, благодаря силе самого этого места, определенные сознания могут посетить наше сердце. Stan Prabhav, the manifestation of the Dham. The Dham has itself power, and that is revealed within our heart. Что такое стан Прабхава? Это означает, что у святой обители у нее есть сила даровать нам себя, когда она будет нами довольна. So when we hear Открыть нам себя. and we are under the guidance of Guru, and by the revelation of the Dham, when those two come together, there is some realization, some spurti within the heart. Когда может состояться какая-то реализация, какое-то осознание, и даже спурти в нашем сердце, только тогда, когда мы находимся в анугатье, следуем лотосным стопам нашего духовного учителя, и тогда, когда милостью эта святая дама открывает нам себя. And so by being together and chanting together and hearing together in this Sankirtan, we have developed a relationship with the Dham. И благодаря тому, что мы находились в этой даме, слушали Харикатху, воспевали Санкиртану, таким образом мы выстроили свою самбанду, в том числе с этой дамой, пытались построить с ней отношения. And so we're hearing Nilambara Chakrabarti this morning, his relationship to Mahaprabhu, his grandfather. И мы слушали сегодня Харикатху, прославляющую Ниламбара Чакраварти, дедушку Нимая Пандита. So we now, our relationship is growing with our true family. И таким образом теперь мы ощущаем явственно, что наши отношения с нашей духовной семьей, они возрастают. And as we start to identify with our true family, the waves of material, the waves of life become less turbulent. И чем более мы начинаем отождествлять себя с нашей подлинной духовной семьей, тем более турбулентности наших материальных желаний начинают нас ослабляться. Because our heart has gone deeper into the ocean and is now collecting the jewels at the bottom of the ocean, rather than staying on top where the waves are hitting us. Почему? Потому что наше сердце углубляется настолько глубоко, что мы погружаемся в целый океан, и в этом океане мы доплываем до самого дна и подбираем драгоценные камни с самого дна этого океана. Эти духовные драгоценные камни, в то время как наверху, на поверхности этого океана, бушующие волны присутствуют. So this is the Nitya Leela here where we are, Mahaprabhu's birthplace, where he appeared and where is eternally going on in Svetadvip.
И сейчас мы находимся в месте нити лила, вечных игр Верховного Господа, Шри-Чайтанья Махапрабху, который совершает эти лилы в своей вечной обители Света Двипе. So now, in conclusion, we only have one thing to say. И сейчас в заключение у нас есть только одна вещь, которую мы можем сказать. One more time. Gurave Gaurachandraya Radhike Sadale Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. By the courses mercy of Sri Gauranga Gauranga, today we have completed the Navadip Dham Parikrama 2024. Сегодня мы завершили с вами нашу Навадип Dham Parikrama 2024. So I am very inspired and encouraged by all of you who have survived. Я очень вдохновлен и поддерживаю всеми вами, которые выжили. We have performed this parikrama as far as possible, exactly according to the prescription of our Purva Acharyas, previous Acharyas. Мы совершали эту парикраму в точности согласно предписаниям наших пурва-ачарьев, наших предыдущих учителей. Beginning by making the sankalpa, making our vows on the first day with Vedic mantras. И начали мы с того, что ведическими мантрами на берегу Ганги мы предложили санкалпу, дали обет. Where we made a promise before Ganga Devi, before Guru and before Gauranga that whatever happens, we will try to attend all the programs for the whole week of Parikrama. И там, перед лицом Шигуру, перед лицом Ганги Деви, перед лицом Гауранги Махапрабху мы дали обещание, что чего бы нам это ни стоило, мы будем стараться посещать каждую программу в этой парикраме. Because there's a saying, Shramksi Bahu Vignani, as soon as you try to do something auspicious, obstacles will come. Потому что говорится, Шиян Субаху Вигнани, как только ты собираешься сделать что-то хорошее, тут же тебе на пути встречаются препятствия. So we have to make the sankalpa at the very beginning, to fix our determination that any obstacles will not derail us. И поэтому с самого начала надо зафиксировать свою решительность для того, чтобы впоследствии эти препятствия, которые будут встречаться на нашем пути, нас не свели с него. But still, we are weak and many things are beyond our control. Тем не менее, мы слабы, и поэтому многие вещи нам остаются неподконтрольными. So simply the fact that such a big group of devotees have been going here and there to so many places in sometimes conditions which are, there are dangers everywhere actually, but still we have completed without any major incidents. This is only by the blessing of Srila Gurudev. И в действительности, на самом деле, ходить с парикрамой, с такой большой группой, без всяких инцидентов, в таком опасном, это место по-настоящему является опасным. И совершать эту парикраму так, чтобы ничего не произошло, это дорогого стоит. И я считаю, что наша парикрама увенчалась успехом, и мы не встретились ни с какими большими препятствиями, только благодаря милости Шрила Гурудева. Guru Kripa Bina Nahi Koi Sadhana Bha. Without the mercy of Guru, no sadhana, no practice has any strength. Без милости духовного учителя никакая садхана, никакая духовная практика не будет иметь силы. So I know that this great miracle has taken place only because Srila Gurudev was leading the parikrama and blessing us all. Я знаю, что это чудо, этой парикрама совершилось только благодаря милости нашего Гурудева, потому что всю дорогу он сопровождал нас, он вел нас по этой парикраме и защищал. I come to parikrama every year with some expectation. Я приезжаю каждый год на парикраму с определенными ожиданиями. Because I have done this parikrama many times. Потому что я совершала эту парикраму множество раз. About, I think this is 33rd time. Я думаю, наверное, это 33-й раз. So, but every time the experience on the parikrama exceeds my expectations. Но каждый раз события, происходящие
происходящее на этой парикраме, превосходит мои ожидания. So I don't know about you, but I hope and I pray that this service of performing the parikrama was fruitful and that all of you have experienced something and realized something that you have never experienced before during this week. Я очень надеюсь и молюсь о том, что также в равной степени и для вас эта сева, которую вы совершали во время парикрамы, она принесет свои достойные плоды, так что вы получите какие-то реализации, какие-то осознания, озарения в сердце. We are performing this parikrama because it is the Mano Bishta Seva. It is the service to the innermost heart's desire of Srila Gurudev, Srila Bhaktivinoda Thakur, Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. Почему мы совершаем эту парикраму? Потому что в действительности она является ничем иным, как совершением мана бишта сева, то есть совершение служения сердечному, драгоценному желанию сердца нашего Гурудева, Шри Нитянанда Прабху, Шрила Бхактивинода Thakura, Шри Чайтанья Махапрабху. Srila Bhaktivinoda Thakur has said that Krishna Prem is so rare and very difficult to attain even for great demigods. Шрила Бхактивинода Thakura сказал, что Кришна Према настолько трудно достижима даже для полубогов и очень редка. And a person may endeavor to get Krishna Prem for many lifetimes. И человек может страждать, обрести эту Кришна Прему в течение множества жизней. But there is a great secret. Но существует очень глубокий секрет. That those who perform this Navadvip Dham Parikrama, they don't have to look for Krishna Prem, because when you do Navadvip Dham Parikrama, Krishna Prem comes looking for you. Но секрет и феномен этой Навадвипа Дхамма парикрама заключается в том, что те личности, которые совершают эту парикраму, нет им никакой необходимости искать эту Кришну Прему. Почему? Потому что во время совершения этой парикрамы сама Кришна Према хочет найти этих личностей. According to Shastra, one should begin here at the Yogapith, the birthplace of Mahaprabhu, and also end here, because this island, Antadweep, is the island of Atmanivedana. И согласно предписаниям, следует начинать с Йогапитха парикраму, с Антардвипа, с острова Атманиведаном, в месте рождения Шри Чайтаньи Махапрабху, и также завершать парикраму здесь же, на этом острове предания. Atmanivedana is of different types. Атманиведана бывает разных видов. First of all, there is Day Arpana, Atmanivedan. That means Deya Arpan, offering your body. Yes. Deya Arpana Atmanivedan. The Atmanivedan means surrender of the self by what? Offering the body. Прежде всего, первый тип Атманиведана называется Дехарпана Атманиведаном, то есть это Деха означает твое собственное тело, ты предлагаешь. So the example to illustrate this, so you can remember it very clearly, is called Vikrita Pashu. И пример, который иллюстрирует этот принцип, называется Викрита Пашу. Vikrita Pashu means a sold animal. Викрита Пашу – это проданное животное. If someone has a cow, Если у кого-то есть корова, then they can milk the cow. они могут They can use the cow dung подоить корову, использовать навоз, for the cooking, for lighting fire. чтобы зажигать огонь могут. So the cow belongs to them, and all the things that the cow does belongs to that person. То есть все, что касается коров, ингредиентов, касающихся ее, тех ингредиентов, которые в отношении приготовления той или иной пищи, все это имеет отношение к корове. But once the owner sells the cow to another person, now the cow becomes Vikrita Pashu, the sold animal. Now that animal and everything connected to that animal now belongs to the new owner. Но теперь даже те вещи, которые были у вас помимо коровы и имели отношение к этой корове, если вы продаете эту корову другому человеку, все это отходит также новому владельцу. So the first part of Atmanivedanam is to become Vikrita Pashu. My body, my mind and my words, they no longer belong to me. I have sold them to Guru and Gauranga. Поэтому первая часть Атманиведаны – это предание своего тела, ума, органов чувств. Всего, что мы имеем, мы считаем себя Викрита Пашу. Мы просто полностью продаем свою душу у лотосных стоп Шри Гуру и Гауранги. I no longer belong to myself. Я более не принадлежу себе. Everything is only for Gauranga. Все я отдаю, вручаю Гауранге. Then the other type is called the Atmarpana. Atmarpan, Atmanivedan.
И второй тип самопредания называется атмарпана аниведанам. That is, you offer the Atma, the self. И тут ты предлагаешь уже атму, свою So that душу. means you go into the state of sakshitva, witnesshood. И что это означает? Это означает, что мы погружаемся в состояние шакшитвы, стороннего наблюдателя. In everything that you do, whether you walk, as Krishna said in Bhagavad Gita, naiva kinchit karomiti, a person with a pure heart, whether they're standing, sitting, walking, talking, opening their eyes or eating, knows that only the senses are engaged with their objects, but the self is doing nothing. Подобно тому, как Шри Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот человек, чье сердце чисто, что бы он ни делал, идет ли он куда-то, смотрит он куда-то, что-то вкушает, чем-то он занят, сидит ли, чем бы он ни был занят, его чувства вовлекаются в соприкосновение с объектами этого мира, но душа его отстоит в стороне. So a person may not be doing any devotional service, but at every moment they may be aware, I am the Atma, I am the witness, and I am part and parcel of God. So it looks like they're not doing any bhakti, but actually they've given their Atma. И на самом деле в процессе преданного служения человек, может быть, никакими выдающимися чертами не обладает. Вроде бы ничего такого примечательного он не делает, но само по себе осознание, например, какой-то простой человек, он может ходить на работу себя как шакшитва, то есть стороннего наблюдателя. Whereas a person who's physically going through the motions of all types of service, but he's holding on to the ego and he hasn't given the Atma actually. А с другой стороны, можно взять человека, который постоянно погружен в какую-то севу, но тем не менее он удерживает это дыха-атма-будхи, то есть привязанность к телу, к уму, к чувствам. И так получается, сама по себе эта сева, она обесценивается. So of the day arpana atmanivedanam and the atmarpanam atmanivedanam, which one should we do? Из этих двух видов атманиведаны, дхарпана атманиведаны и атмарпана атманиведаны, Which one? какому мы должны следовать? Both. Обоим. И тело, и душу предлагать. No escape route. Нельзя тут какие-то искать. You have to surrender fully everything. Надо полностью предавать и предавать все. So Jiva Goswami Pad said, full surrender means to do both. Шрила Джива Госвами Пад объясняет, что полное предание характеризуется следованию и предание тела, и предание своей души. So on the first day when we come to the program to this place, Atmanivedanam, we can meditate. Yes, I will try to do both. И поэтому в самый первый день, когда мы приходим сюда на парикраму, мы думаем, у нас такое настроение, я буду стараться следовать и тому, и другому. But this Atmanivedan is still, it is called Bhava Vihin Atmanivedan. It is a surrender without any particular mood. Но, тем не менее, это атманиведана называется бхава-вихин, то есть означает, что у нас нет определенного какого-то умонастроения, в каком мы настроении мы предаемся. So by performing the parikrama under the guidance of Gurudev and Vaishnavas, by hearing from them, gradually a particular mood manifests in the heart, and that's why we return at the end of the parikrama here, so that we can do Bhava Vishisht Atmanivedan, surrendering with a particular mood of a particular relationship with Sri Krishna. И поэтому, когда мы приходим сюда, у нас нет какого-то определенного настроения, в котором мы хотим развивать свою самбанду с этой обителью и так далее. Но зато по мере того, как мы обходим все эти святые места, находимся под руководством Шри Гуру, Вайшнавов, слушаем от них Харикатху, постепенно в нашем сердце появляется настроение того, как мы хотим идти по пути духовности. И тогда проявляется у нас бхава вишешт, атманиведанам. So Srila Jiva Goswami Pad gives the example. Srila Jiva Goswami Pad gives the example. Matyolyada chatta samasta kama. That when a person surrenders to the Lord, then the Lord accepts him. Шрила Джива Госвами Пад приводит такой пример человека, который предается, и Господь принимает его предание. But this is Bhava Vihin. Но это бхава вихин, то есть у него нет определенного какого-то конкретного So then he настроения. gives an example of Bhava Vishisht. А затем он приводит пример бхава вишишта He атманиведана. said, when on the day, in the time before Rukmini was about to be married to Shishupal, she wrote a letter to Krishna and gave it to a Brahmin to deliver to him. And accept me as your wife, and accept yourself to be my husband. Then I'll do hard austerities until this body withers away and I die,
and in my next life I'll do it again, and I'll do it again, and I'll do it for thousands of lives until you come and accept me as your wife. В то время, That is Bhav Vishisht, a particular surrender with a particular fixed relationship. Шрила Гурудев приводит пример Бхава Вишишта, то Good есть example. предание в определенном умонастроении. И пример таков, когда Рукмини должна была выйти замуж за Шишупала, и незадолго до того, как эта церемония должна была состояться, она написала письмо Кришне, и через Брамана она передала ему это письмо. И в этом письме она ему говорит: «О Кришна, если ты за мной не придешь, если ты меня не украдешь, если ты меня не примешь, не будешь считать своей женой, а я не буду считать твоим мужем, то знай, если я этого не добьюсь, то я начну совершать аскезы, вплоть до того, что я оставлю это тело, но на этом все не закончится, потому что в следующей жизни я приду снова и снова буду совершать аскезы до той поры, пока я полностью себя не убью, и буду продолжать это делать из жизни в жизнь до тех пор, пока ты меня наконец не примешь». So it's a very powerful example of the Bhava Vishisht Atmanivedan, surrendering with a particular sambandha relationship. Это очень мощный пример Бхава Вишишт Атманиведанам, то есть предание в определенном конкретном настроении. So by following in the footsteps of our previous acharyas, we should also gradually have, by hearing Harikatha, our own relationship is nourished and nourished, following in the footsteps of the gopis of Vrindavan. That is not that Krishna should be husband, but that Krishna should be the beloved of Radhika and I will be her maidservant. So we return to the Yogapith to surrender completely in that mood. Для чего мы возвращаемся в этот йога-пит? Для того, чтобы предаться в определенном настроении. Что это за настроение? Мы стараемся следовать по стопам наших пурвачарьев. И постепенно, по мере того, как мы слушаем, наша собственная самбанда, она подпитывается все больше и больше. И постепенно мы приходим к тому настроению, которое соответствует всей нашей гуру парампаре, а именно это не то настроение, чтобы Кришна был моим мужем, но это настроение, что Кришна является возлюбленным моей свамини Шримати Радхарани, а я ее палидаси, я ее служанка. И вот это мы. We start with the middle altar, relating to Gauranga as Bhagavan. И мы начинаем со среднего алтаря, в котором Гауранга Бхагаван, As Gaur Narayan, он Гаура with Нараян, his two Shaktis. вместе со своими шакти. And then when we understand Mahaprabhu is God, we take shelter of the Sankirtan, of the Panchatattva. They closed the gate, but the Panchatattva jumped out anyway to give us darshan. И когда мы принимаем факт того, что Шри Чайтанья Махапрабху является Господом, то мы совершаем санкиртану, мы созерцаем эту панчататву. Видите, панчататву, даршан закрыт, а панчататва все равно выпрыгнула перед They нами. have their hands in the air. Видите, руки у них в воздухе. Это символ предания, атманиведану. If someone points a gun at you, what do? Кто-то на вас наведет пистолет, что вы будете делать? Предаваться будете, руки вверх поднимать, So сдаюсь. that's like Vaidhi Bhakti. Это и есть вайди бхакти. Surrender out of fear. Сдаюсь, из страха предаюсь вам. But by performing kirtan and hearing about Mahaprabhu and his associates, then gradually we become qualified to enter by the Bhav Vishishta Atma Nivedanam into the service here on this side, Radha Madhav in Vrindavan. И благодаря тому, что мы совершаем киртан, и благодаря тому, что мы совершаем слушание о лилах Шри Чайтаньи Махапрабху, то постепенно это Бхава Вишишта Атма Ниведанам, это предание Господу с определенной самбандой, в определенном настроении начинает проявляться все ярче и ярче, и тогда мы обнаруживаем себя у лотосных стоп Шри Радхи Мадхавы. Whose idea was it to manifest these three divine realms here, these three transcendental prakosts here in the Yogapith? Чья это была идея проявить эти три божественных пракоста, три этих божественных обителей здесь? Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, whom we went to last night, told Srila Bhaktivinoda Thakur that he should manifest the temple according to this kram, this sequence. Шрила Джаганнатас Бабаджи Махарадж был инициатором именно такого крама, именно такой последовательности. Мы были в его храме вчера. So now our parikrama is complete. Сейчас наша парикрама завершена. If you have experienced any difficulty, any inconvenience, or any problems during this parikrama, I humbly request you to delete it from your memory.
Если во время этой программы вы испытали какие-то трудности, какие-то неудобства, какие-то проблемы, я смиренно прошу вас стереть это все из памяти. And when you return to your countries, just tell everyone the good things. И когда вы вернетесь по своим странам обратно, то рассказывайте всем только хорошее. And invite them to come again next year with you. Bring them next И year. приглашайте их с собой приехать на следующий год на парикраму. And then you can bring them to Surabhikunj, to Nityananda Prabhu's place, and receive from Nityananda Prabhu your dasturi, your commission. И после этого, когда вы их привезете, когда мы отправимся с вами на Сурабхи-кунджу вместо Шрилы Бхактивинода Такура, то там от Нитянанды Прабху они получат свою дастури, свою комиссию. That is the commission in the upgrade, the update 2.0, 3.0 of your faith. То есть это ваша вера постепенно будет повышаться на определенную процентовку. Shri Navadip Dham Parikama ki jai, Dev ki jai, Prabhupada ki jai, Jai Gaura Sitanath Premanande, Hare Oh, 15 minutes, okay. Everyone sit, remember your Gayatri mantras. Yeah. And then when you